я должен сказать, что испытываю колоссальную радость от того, что получилась возможность рассказать вам, уважаемые коллеги, о дальнейшем развитии лабораторной технологии в Российской Федерации. Дело в том, что если мы вспомним буквально события 5-летней давности или даже 6-летней давности, доковидную эпоху, в таком мегаполисе, как Москва, в сутки, наверное, делалось почти 300 исследований методом ПЦР, и это считалось очень круто. И медицинское сообщество считало, что исследование методом амплификации нуклеиновых кислот – это удел большой науки и в медицине будет использоваться крайне редко. Потом пришел ковид, и мы делаем несколько десятков тысяч исследований методом амплификации нуклеиновых кислот в сутки. И не обязательно это Москва, даже небольшие города в субъектах Российской Федерации обладают такой возможностью. Сегодня мы будем говорить про такой метод исследования, как тандемная масс-спектрометрия. Действительно, этот метод серьезный, больше научный, наверное, был недавно совсем, чем медицинский. И действительно к этому методу относились как к прецизионной возможности поймать то, чего, может быть, ловить-то было и не особенно нужно. Поэтому тандемные масс-спектрометры были установлены в основном в научных организациях, ну и в некоторых научно-медицинских исследовательских центрах исключительно с точки зрения большого научного интереса. Однако, как мы с вами уже убедились, медицинская наука и практика имеет тенденцию к развитию, к поступательному движению вперед, благодарю вас. И в 2023 году в Российской Федерации была принята программа расширенного неонатального скрининга, которая подразумевала исследование прецизионным методом аналитов, которые находятся в крови в пикограммовых концентрациях. Естественно, методом выбора при исследовании таких аналитов является тандемная масс-спектрометрия. Сначала в двух словах о том, что такое масс-спектрометрия. Если объяснить на пальцах, вот такая простая картинка. Все, что в крови находится, это смесь аналитов, это молекулы органических веществ с разной молекулярной массой. Если эти молекулы ионизировать, то каждая из этих молекул будет заряжена, скорее всего, единичкой или двойкой и по-прежнему иметь ту же самую молекулярную массу, плюс-минус. После этого, измерив отношение массы к заряду, можно понять, какие именно молекулы, какие аналиты находятся в исследовательской пробе. Следующий слайд, пожалуйста. На практике это работает следующим образом. Есть какая-то органическая вещь в крови человека. Пусть это будет гормон, пусть это будет аминокислота с ароматическим кольцом, без такового, неважно. Для того, чтобы понять, сколько этой аминокислоты находится в образце, ее можно ионизировать, ее можно пропустить через 2 квадруполя, это структурный элемент масс-спектрометра, и в итоге мы получим графики с каким-то соединением. Однако мы не можем сказать, та ли это аминокислота, и сколько ее мы тоже сказать, к сожалению, не можем. Добавляем к раствору в известной концентрации аналог этой аминокислоты или другого органического соединения, в котором мы предварительно заменили 1 или 2 протона на дейтерий, тяжелый водород, так называемый, с молекулярной массой 2. Масса иона изменилась на единицу или на 2 единицы в дальтонах. Заряд остался тот же самый, и в итоге мы получим 2 пика. При этом один пик вещества с известной нам концентрацией, а второй пик вещества с неизвестной концентрацией, но который мы можем рассчитать. Вот, в принципе, на пальцах метод тандемной, метод масс-спектрометрии вообще. Тандемная от простой масс-спектрометрии отличается тем, что смесь пролетает через 2 квадруполь, и мы ловим фактически не молекулы, а их обломки. Обломки описанные, каталогизированные. Это делается для того, чтобы избежать ложных результатов, когда 2 молекулы с одинаковой молекулярной массой, но с разной структурой и с разным элементом состава могут ввести нас в заблуждение. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, возвращаясь к 2023 году. Все вы, наверное, знаете или слышали, по крайней мере, такое словосочетание, как орфанные заболевания. Почему орфанные, сиротские? Да потому что их очень мало.
С точки зрения Всемирной организации здравоохранения, орфанным считается заболевание, частота встречаемости которого на выживших новорожденных колеблется от 5 до 10 тысяч, 1 на 5-10 тысяч. То есть этих людей мало, с одной стороны. С другой стороны, эти пациенты есть. И поскольку все наследственные заболевания так или иначе проявляются, к сожалению, в фенотипе слишком поздно, клинические проявления наступают чаще всего уже тогда, когда лечить-то, собственно, уже и, к сожалению, бесполезно. Чем раньше начинается лечение больного с наследственным заболеванием, тем лучше прогноз. В некоторых случаях, как в случае с фенилкетонурией, можно вернуть в общество абсолютно здорового человека. В некоторых случаях можно, по крайней мере, компенсировать патогенетическим лечением нарушение биохимии организма таким образом, что мы получаем полноценного члена общества. Так вот, до 2023 года в Российской Федерации скрининг проводился на 5 заболеваний, кровь из пяточки, так называемая, в том числе фенилкетонурия, всем известная. В 2023 году добавили еще 31 заболевание и стало 36. Но каким методом мы будем искать пикограммовые концентрации анолитов, таких как аминокислоты, карнитины, следовые остатки гормонов половых у новорожденного, да еще и собранные в одну кучу мультиплексным методом? Конечно, тандемная масс-спектрометрия. Поэтому в 2023 году было принято распоряжение правительства номер 1510-Р, который перечисляет 11 медицинских организаций, которые уполномочены проводить скрининг, и приказ министра здравоохранения от 21 апреля 2022 года номер 274-Н, который в деталях описывает порядок диагностики и выявления наследственных заболеваний. Теперь, для того, чтобы пациент получил вовремя лечение, в течение первой недели жизни, чаще всего на 3-5 дне, у него из пяточки возьмут капельку крови. Эту капельку крови поместят на бумажку, промокашку и отправят ее в референсный центр, и где через пару-тройку суток будет понятно, является ли этот ребенок носителем заболевания, а может быть уже и больным, либо он здоров. Скажу вам для информации, благодаря этой программе в 2023 году было выявлено около 600 на всю Россию младенцев с генетическими заболеваниями. Из них 100 с небольшим – это спинальная мышечная атрофия, раннее лечение которой обеспечивает человеку счастливую последующую жизнь. И 179 из них – это первичные иммунодефициты, а раннее лечение или даже информирование о факте носительства гена первичного иммунодефицита, а их много, гарантирует ребенку, по крайней мере, дожитие до младшего школьного возраста, а потом с половым созреванием в дальнейшем течение заболевания может стать совсем мягким. И я с радостью передаю микрофон своей коллеге Евгении, которая расскажет о том, что же мы, компания Neomaz Диагностика, сделала для того, чтобы обеспечить присутствие отечественной диагностической системы для организации расширенного неонатального скрининга. И, Жень, прошу. Коллеги, добрый день. Очень рада вас всех здесь видеть, слышать. Я расскажу о нашем решении. Как сказал мой коллега Андрей, тандемная масс-спектрометрия и запрос нашего правительства формируют, скажем так, запрос на решения технологичные, быстрые в области как раз-таки диагностики, скрининга новорожденных в нашей стране. И мы создали первый в России разработанный и произведенный набор для расширенного неонатального скрининга методом тандемной масс-спектрометрии. Если говорить техническим языком, то это набор реагентов для количественного определения ключевых метаболитов, которые отвечают за наследственные как раз-таки орфанные заболевания методом тандемной масс-спектрометрии. Неоскрин 30. 30 как раз-таки потому, что 30 заболеваний, 30 анолитов. Скажем так, наш набор имеет полноту и полное соответствие запросам государственной программы. Мы полностью подходим под приказ 274Н, и мы имеем полную комплектацию с растворителями. Однако же мы продаем наш набор как в полной комплектации, потому что мы знаем, что наши центры, которые закупаются, они все-таки находится под ведением нашего Минздрава, Министерства здравоохранения, поэтому полнота и соответствие – это самое важное. Проблема в том, что до нашего набора в России был зарегистрирован и в основном
использовался только зарубежный аналог наших зарубежных партнеров компании Perkin-Elmer, набор Neobase 2. Сейчас мы полностью можем говорить о том, что мы замещаем этот набор, что мы не хуже. Мы продаем и поставляем нашим центрам наш набор в 2 комплектациях, потому что иногда нашим лабораториям нет необходимости закупать, например, набор с растворителями, поскольку у них уже, например, они есть. Это улучшает, скажем так, целесообразность траты бюджетных средств и улучшает скрининг в общей сложности. И самое главное, что у нас есть все аналиты в нашем наборе, как я уже говорила. Можно перейти к следующему слайду. И мы также полностью замещаем, скажем так, рабочий процесс с нашим набором. Он соответствует, он аналогичен процессу по времени, по работе с растворами, оборудованием, как и Perkin-Elmer, как Neobase 2. То есть мы открыты, мы можем работать с имеющимся оборудованием в лабораториях. То есть наш набор используется на оборудовании, на котором работали вместе с компанией Perkin-Elmer, с Neobase 2. У нас идет полная интеграция с рабочей станцией оборудованием Perkin-Elmer. Также мы создали свое собственное программное обеспечение. И это подразумевает достаточно низкий порог вхождения, то есть врачам нет необходимости переучиваться, как-то очень сильно переживать о том, что они не смогут... А можно еще раз назад, пожалуйста? Да, что они не смогут каким-то образом встроиться в систему, потому что у нас идет очень легкая интеграция, интерпретация данных. Все понятно, можно смотреть на разных стадиях от сырых данных до уже готовых для передачи. Также можно работать на любом оборудовании, то есть на любых МСМСах, которые поставляются в лаборатории. Это, я считаю, достаточно важно и помогает нашим центрам работать с нами в ускоренном режиме, то есть начинать работу, грубо говоря, с понедельника. И это не просто слова. Как говорил мой коллега Андрей, то, что у нас в России 11 аккредитированных центров, которые занимаются расширенным неонатальным скринингом по постановлению правительства РФ, который тоже также входит в приказ Минздрава 274-Н. И с 9 из них мы уже работаем, мы поставляем наш набор, мы, скажем так, заместили нашего зарубежного партнера. Не все рады, все довольны. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Большой плюс то, что нам не нужно совершенно... Мы не зависим от каких-то поставок, не зависим от, скажем так, от технологий наших зарубежных партнеров и всегда готовы в любой момент приехать, помочь, объяснить. И это очень сильно ускоряет, опять же, скрининг. И в нашем, скажем, таком нелегком деле это одна из основополагающих вещей. Это быстро и точно ставить диагноз новорожденным. Вот, можно даже следующий. И, конечно же, наше преимущество, самое главное преимущество, как я уже говорила, это полный цикл разработки производства. В первую очередь это синтез собственных изотопных стандартов и производство, изготовления контролей, в том числе на сухих пятнах. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшать, скажем так, и убирать проблемные места при использовании нашего набора и в производстве, поскольку, опять же, все находится в России, мы видим все проблемные места, очень быстро их убираем и хотим создать также систему, мы работаем над этим межлабораторного контроля качества, потому что есть возможность очень быстро получать какие-то данные, получать ответ от наших партнеров, от наших лабораторий. И также, как я уже говорила ранее, у нас есть собственное программное обеспечение, которое очень легко интегрируется со всеми имеющимися приборами. И оно для нас это все-таки ключ к расширению номенклатуры аналитов, вот, и к расширению вообще наших наборов, которые мы в будущем планируем разрабатывать. Поскольку мы являемся все-таки производителем полного цикла, и мы работаем не только в сторону неонатологии, но в том числе в неонатальном скрининге. Нас ждет в ближайшем будущем доработка нашего набора, тоже
будет называться не Screen 58, как вы поняли из названия, будет расширенное количество аналитов, их будет уже не 30, а 58. Также я, возможно, забыла упомянуть то, что поскольку это все-таки медицинская сфера у нашего набора, и у Неоскрина 30 сейчас есть регистрационное удостоверение Росздравнадзора, конечно же, и у Неоскрин 58 мы тоже уже подали заявку, скоро будет регистрационное удостоверение, он выйдет на рынок и будет совершенно не уступать, опять же, даже по аналитам чуть-чуть превосходить по количеству наш зарубежный аналог от PerkinElmer Base 2. Вот. Также мы сейчас работаем над созданием панелей определения гормонов и витаминов в крови. Это тоже все будет благодаря с помощью метода тандемной масс-спектрометрии и с помощью изотопных стандартов. И на самом деле данная технология дает нам огромные возможности. В будущем, возможно, будут разработки в сторону измерения активности ферментов, но это наше будущее. Сейчас наше настоящее и наши разработки — это как раз-таки основная, конечно же, все-таки неонатология. Но поскольку мы как производитель всегда открыты к сотрудничеству и разработке наборов по запросам наших клиентов, потому что, опять же, мы всегда рады новым идеям от наших коллег, от медиков, от химиков, биологов и, в принципе, людей, которые затрагивают сферу лабораторной диагностики, скрининга и здоровья вообще населения. Поэтому, если есть какие-то идеи, есть идеи по коллаборациям, разработке, мы всегда рады, потому что мы молодая и очень быстро развивающаяся компания, и для нас важно идти в ногу со временем, искать новые решения, и как бы тандемная масс-спектрометрия, я думаю, в данном случае очень такой нетривиальный как виток в сторону именно помощи населению и такой, тем более, важные вещи, такие важные отрасли, как неонатология, здоровье наших детей, с учетом того, что, как говорил Андрей, большинство из этих заболеваний можно купировать, либо вообще остановить их течение, и в этом мы стараемся помочь. Если что, подходите к нам, задавайте вопросы. Наш стенд находится на стенде ДНК-технологии справа, так что мы всегда готовы ответить на любые вопросы, рассказать подробнее, возможно, если что-то упустили, или у вас возникли какие-то идеи или вопросы к сотрудничеству, или просто стало любопытно еще больше. Вот. Спасибо большое за внимание. И не будем забывать, что у нас есть еще немного футболок. Да, Да, у нас есть футболки. Подходите. Спасибо.